Вот такой я капюшон связала. В этом видео я предлагаю вам посмотреть, ну, такой своеобразный мастер-класс. Полный мастер-класс, как обычно я показываю, я не вязала, так как делала первый раз этот капюшон. И вот не знала, получится или нет, но записывала какие-то моменты и записывала свои расчеты. И в моем видео там будут представлены все вот, ну, как бы этапы э, изготовления этого капюшона, капора. А, что я хочу сказать, что начинала я вязать с вот этой вот части. Вязала, получается, что на машинке без вот планки. Планку уже вы видели, наверное, в отдельном видео, как я подвязывала. То есть получается, что набирала я петли вот этой части, вот это и это, ну вот, вот это вот, да, одной рукой держу телефон, показываю, то есть резинку я подвязывала потом. Набирала я, вязала вот эту часть, потом мы переходила, делала вот скругление, уменьшала в каждом втором ряду, то есть частичным вязанием уменьшала по одной петле, и потом по 2, 3, 4, то есть чтобы оно более плавномерное уходило скругление, тоже частичным вязанием. Потом я провязала тут 2 ряда и, ну, не заканчивая, а продолжая, то есть вот у меня была вот целая как бы деталь такая, и продолжала я вот это вот вязать, эту сторону. То же самое я скругляла частично, то есть, ну, я добавляла уже, получается, те иглы, те петли, которые я выводила в нерабочее состояние, я уже их вводила в работу, то есть возвращала их, и здесь доходила, ну, до того, как я делала через каждый ряд, через каждый второй ряд, и потом вязала дальше вот эту вот часть. То есть получается, что вот сам капюшон, вот весь, да, он связан одним полотном. И вот здесь у меня шов. Сейчас покажу с изнаночной стороны, где у меня начинается этот шов. Вот. Так как тут был такой островатый угол, я немножко чуть-чуть больше забрала, когда ну, как это сшивала эти детали. Две. Вот на кителе сшивала я. Вот получается вот так выглядит с изнанки. Потом, когда я выполнила вот эту вот деталь основную, я привязывала на машинке к этой детали, привязывала вот эту планку. Видео я уже сбрасывала, оно было ранее. Эту планочку вот так вот сделала. И потом я уже сами эти две детали, не сшивая, я набросила все петли на иглы, эту сторону и эту сторону, изнаночной стороной к себе, получается. И вот тут вот один нюанс, что, наверное, в следующий раз я повешу центральные петли на одну иглу, ну, чтобы больше был перехлест. Можно даже, наверное, и несколько, потому что потом я провязала несколько рядов гладью и разобрала я все иглы для вязания резинки один через один. Тоже на 10, это на 10 плотности у меня было, и тут я вязала на плотности 10. Да, ну вот еще хочу показать мои расчеты этого капюшона. Значит, начинала я вязать с бросовой нити, потом добавляла основную нить, значит, на 60 иглах в работе вязала на плотности 10.
И начиная вот с 4-го ряда, вот у меня 4, 9, там через 4-5 рядов я прибавляла по одной игле, петли на одной стороне. То есть расширяла этот капюшон, а потом его скругляла вот здесь. Ну, вот такой он длинный получился. Примерочка будет в конце видео. Резинка у меня 44 ряда получилась. Ну, вот так вот я приблизительно себе рассчитала, посчитала. И, в принципе, я довольна своим результатом. Вот, планирую сделать из другой пряжи тоже такой же капюшон. Конечно же, было бы удобнее, чтобы здесь были какие-то застежки, может быть, ну не пуговицы, может кнопки, потому что вот как я пользуюсь тональником, ну вот он хорошо у меня одевается, этот капюшон, но все-таки дотрагиваешься до лица, и вот он загрязняется, этот капюшон. Возможно, что в следующий раз я буду планировать здесь какие-нибудь, может, кнопки, потому что так как они там, получается, под капюшоном, под волосами, сзади, и не будет видно. И, в принципе, кнопки можно подобрать какие-то красивые, и будет очень аккуратно сделано. Ну, что хочу сказать, что я планирую сделать еще один такой же капюшон. И если я буду уже вязать следующий капюшон, я уже сделаю такой мастер-класс полноценный. Спасибо всем за просмотры. Смотрите меня дальше. Там много будет разных кусочков моего творческого процесса. Приятного просмотра. Для пробы я взяла вот эту пряжу. Она давно у меня уже лежала. Это Alize Lana Gold 800. Я так слышала, что мастерицы говорят, что ну так себе пряжа. Она, конечно, в мотке, когда новая, красивая, но вроде бы как в носке она быстро теряет презентабельный вид, скатывается, ну так себе получается. Ну вроде бы как вот мне вот так писали про нее. Ну как для пробы, как для нового проекта попробовать этот капюшон, я ее буду использовать. Потом, когда, если получится у меня этот капюшон, я ее поменяю на другую какую-нибудь пряжу. И сейчас делаю петельную пробу. В 2 нитки взяла, потому что она достаточно тонкая. 800 метров в 100 граммах. И вот в 2 нити, мне кажется, очень хорошо будет для капора, для капюшона. И плотность у меня на каретке стоит 10. И сейчас провяжу несколько рядов. Ну, несколько, столько, сколько нужно для петельной пробы. И потом, ой, что за мушка такая летает. И потом перейду к следующему этапу. Выкройку капюшона я взяла из своего костюма, который не вязала, а шила для себя и дочки. Мне нравится этот капюшон, такой более объемный, большой. И вот здесь отворот такой будет. И я тоже планирую связать с отворотом. Ну вот сейчас буду приблизительно высчитывать ряды и петли, количество петель для этого капюшона. Что-нибудь приблизительно, я думаю, получится. Вот получилась такая деталь капюшона. Я тут для примерки скрепила, соединила булавками. Он получился достаточно глубоким, капюшон. Сейчас буду продолжать его вязать. На этом этапе я подвязала планку к самому капюшону. Как я это делала, я показываю в прошлом видео.
Так, вот у нас капюшон. И вот такой отворот будет на капюшоне. Я еще не отпаривала ничего, не делала ВТО. Ну вот планируется вот такой отворот быть по всему капюшону. И сейчас сейчас будет такой этап. Я буду навешивать для резинки, для вывязывания резинки вот эти все петли. То есть наше начало капюшона. Так, сейчас я вот, так как первый раз этот у меня проект, планка будет закрепляться вместе с частью капюшона, вот так. Потом мы будем разбирать на резинку. Сначала буду навешивать все петли на верхнюю фантуру, на заднюю игольницу. Так, и она у меня должна быть навешена вот таким вот образом. Вот так. Здесь цельное должно быть. Угу. Так. Начну, пожалуй. Буду от нуля влево-вправо делать. Начну я с планки. С планки. Так. Так. Когда первый раз делаешь какой-то проект, а у меня всегда какие-то проекты, я делаю первый раз что-то, всегда думаешь, как это сделать. Так, что у меня тут такое непонятное, чтобы не пропустить никакую петлю. Так, ну все петли у меня наброшены на иголки, на игольницу. И сейчас это второй уже моточек пошел. Я его еще не перемотала. Проведем, сделаем один ряд общий гладь на плотности 10, конечно же, наверное. Вот, посмотрим. Должно все получиться.
успеха в вязании — это хорошо подготовленная пряжа. Это да. Так, ну что, давайте проверим, все ли у нас тут провязалось, что у меня сброшена одна петля почему-то. Порядок. И, наверное, еще один сделаем. Может, даже чтобы каретка, может быть, там стояла. Хотя или тут. Ну, все, ну а теперь, может быть, хватит. Теперь разберем на наши петли на резинку. Что для этого мы будем делать? Так, это у нас нам нужно все это дело туда отправить между игольниц. Я решила все-таки разобрать на резинку 1 через 1. Вот провязала сколько-то 44 рядов и закрыла через колок. И все, сейчас сниму изделие с колков и посмотрим, что получилось. Ну, давайте посмотрим, что я тут такое натворила. Вот, все уже, почти все готово. Вот у нас капюшон. Сейчас подальше отодвину. Резинку я вязала на тоже плотности 10. Такая рыхлая получилась. Ну, вроде бы как и неплохо. Так, это у нас изнанка. Сейчас я выверну на лицо. Вот сам капюшон. Вот так, сейчас я как-то так, чтобы видно было. Вот это у нас отворот. Так. Здесь у нас частичное вязание. Здесь надо нам будет сшить вот эту часть. Сейчас я сколю булавками, чтобы нам было понятно, что это же все-таки у нас произошло тут. Ой. Так. Сшивать я, не знаю еще пока. Может быть, на кительной машине буду. Сейчас. Ну, в принципе, то, что я планировала, оно получилось. Можно брать другие ниточки какие-нибудь более подороже, более лучше качество, чтобы они были. И цвет другой, конечно, это не мой цвет, это более такой мужской. Это я, наверное, покупала для мужа, хотела связать что-то. Ну, так. Так, ну вот. И как оно должно выглядеть, конечно, я сейчас... Ага, это нам надо вывернуть. Это надо нам вывернуть. Ну, это вот приблизительная наша... Капюшон, как я говорила, он объемный. И вот эта резинка, она должна идти сюда, на горлышко, на горло. И вот так вот подворачиваться, вот так. То есть вот такой капюшон должен у нас получиться уже, если видно, да? Ну вот, как получились у нас наша резинка. Ну, нормально, хорошо. Как для первого раза. Подворот, я не знаю, я еще ничего в этого не делала. Может быть, бусинами украшу, может быть, и не буду, так как это экспериментальный такой вариантик. Ну, в общем, сейчас я все
сошью, сметаю, там на кетле прикитлюю, на кетеле, и покажу уже, наверное, на мне. Вот хочу вам показать результат готовый. Новый проект. Вот такой получился у меня капюшон. Решила я украсить его вот бусинами, чтобы он так повеселее смотрелся, посвежее. И сейчас продемонстрирую, как его нужно носить. Так, сейчас. Прямо, да, капюшоны, конечно, надеваются не очень удобно. Так, но он хорошо у меня надевается на голову. Так, я его достаточно делала специально большим, объемным. Так, давайте я, наверное, беру сразу хвост туда и покажу, как его нужно носить вот вообще. Вот он как получился. Так, ну вроде бы как я... достаточно здесь большой он. Как говорится, первый у меня это капюшон. По задумке так он и планировался, чтобы здесь он был такой вот объемный. Может быть, чуть-чуть меньше можно сделать, но можно вот так вот подвернуть больше, и он станет покороче здесь. То есть не такой объемный. Вот такой воротничок. То есть можно вот под курточку, под шубу носить. Ну вот, такой у меня капюшон получился. Как говорится, строго не судите, не критикуйте. Он у меня первый. Ну вот давайте посмотрим еще подробнее. Возможно, следующий я сделаю не такой глубокий, но в принципе я люблю, когда немного, если, допустим, ветер будет, да, можно его вот так вытянуть на лицо. Можно вот так задвинуть. Сейчас покажу, как смотрится это все сзади. Так, я не вижу, только в камеру телефона. И сниму его вот так. Вот такой капюшончик у меня получился. Как я уже говорила, ниточка пряжа у меня, что это, Alize Classic Lana Gold 800. Вязала я в два сложения на плотности 10. И как я уже говорила, что пряжа, ну, так себе вроде бы как в носке мне говорили, что после пару раз стирок она немножко катается, то есть теряет вид свой. Но как для эксперимента, как для каких-то отработок, очень даже неплохая пряжа, потому что она недорогая. Вязалась она хорошо. Ну вот так смотрится. Правда, тоже цвет, у меня просто лежали эти мотки, цвет это не сильно как бы мой, если только под какую-то белую куртку там, или белое пальто, или белую шубу, вот только вот если вот под вот такой цвет, так, конечно, если под темный будет затемнять еще больше. Но вообще мне, вот если взять, ну если я скажу свое мнение, то мне понравился этот капюшон. Я его не перевязывала, вот как вот с мыслями собиралась, я его начала вязать, так рассчитывала, вот все, что я как бы делала, я показывала в своих видео, там в нарезочках, кусочках, и я планирую, наверное, все-таки сделать еще один такой капюшон, но только в светлом цвете. Может быть, даже пряжу выберу подороже, получше. Ну, вот так. Ну, вроде бы, ну, вот так, мне кажется, и неплохо. Что вы скажете на это? Как вам такая задумка, как вам такая идея? Вот. Спасибо вам всем, что вы со мной.
смотрите меня, подписывайтесь на меня, ставите лайки, комментируйте. Мне очень приятно. Меня это вдохновляет. И до новых встреч. Всем пока. И Мишелька там лежит. Всем пока. Сниму еще. Как он снимается. Конечно, он снимается и надевается хорошо.